В данном видео вы узнаете, сможет ли новичок усвоить скакалку за 7 дней. Или как я учился с нуля прыгать на скакалке. Многие парни могут подумать, что скакалка это только для девчонок. Но боксеры и спортсмены так не думают. И вот почему. Во-первых, скакалка развивает такие навыки, как координация, выносливость, сила ног и гибкость. А во-вторых, это эффективный способ сжигания калорий и поддержания нормального веса. Пока мы не начали учиться прыгать на скакалке, нужно измерить ширину икр ног на правой и левой ноге. Вот такие характеристики вы сейчас можете наблюдать. 40 см правая и левая нога. День первый. Перед тем, как прыгать на скакалке, нужно обязательно размять мышцы, в особенности ног и рук. Ну а потом смотрим, сколько мы максимально сможем сделать прыжков. Ой, не ту взял. Хочу сказать, неважно на какой скакалке вы прыгаете, но чем длиннее она будет и качественнее, тем легче вам будет прыгать и делать на ней трюки. У меня скакалка на 280 см. Вы тоже можете выбрать скакалку по этой таблице роста. Итак, я прыгал на скакалке минут 10. И максимум, который я мог сделать, это 7 прыжков. И то с корявой техникой. И с очень сильно поднятыми ногами. Увидим, сколько я смогу сделать прыжков завтра. Ну вот и пришел второй день наших тренировок прыжков на скакалке. Но перед этим давайте сделаем зарядку головы, ног и рук, чтобы не было травм. Ну а дальше давайте развивать базу, или как ее еще называют, техника прыжков на скакалке. Сначала делаем прыжки на носках, приземляясь на основание ног, чтобы был эффект, будто мы пружиним ногами. Потом берем скакалку в правую руку и вращаем ее вокруг себя. И как только мы увидим, что она коснется пола или услышим характерный звук удара, тут же делаем легкий пружинистый прыжок. Также делаем и с левой рукой. Ну а дальше делаем классические прыжки на скакалке обеими ногами. Я понял одно, в этом деле главное не спешить. А также, чем больше ты тренируешься, тем лучше результат. Так что я пошел тренироваться завтра. Ну вот и пришел третий долгожданный день. Сначала делаем разогрев мышц. Ну и потом начинаем делать прыжки. Сначала меня достигла неудача, поскольку я не смог сделать ни одного нормального прыжка. И я решил улучшить свою технику таким способом. Я медленно вертел скакалку вокруг себя и перелезал ногами через нее. Но вскоре, как видите, это мне не очень помогло. Но когда я пошел на лужайку, где низко скошена трава, тут же мне стало легче делать упражнения. Хоть иногда я прыгал высоко, поджимая колени, но над этим еще предстоит поработать. Вот и пришла пора заниматься на скакалке. Но перед этим нужно прокачать свои скачки в медленном темпе, крутя скакалку вокруг себя и перепрыгивая.
Тем не менее, потом можно сделать нормальные прыжки, которые поначалу мне давались трудно, и я запутывался. Но потом я почувствовал вкус прыжков и дал жару. Сделал я где-то 15-16 прыжков, но это не точно, ведь я особо не считал. Иногда я, конечно, запинался, иногда скакал с медленной скоростью, но все-таки я улучшил свою технику. Посмотрел я прошлый день и понял свои ошибки в прыжке, и я постараюсь их исправить, а именно, в прошлом дне 4 я все время смотрел вниз на скакалку. Это, как вы поняли, не очень хорошо. И еще у меня все время была скривлена спина, как у Бабы Яги. Так что погнали исправлять свои ошибки в этом дне. Итак, стараемся делать прыжки с ровной спиной и ровно вытянутой головой. Поначалу мне казалось это сложно, но потом я привык и начал делать прыжки. Делал я их иногда быстро скача, иногда медленно. К тому же я заметил, когда я делаю прыжки, у меня болят ноги. Из-за того, что я их высоко поднимаю при прыжке. Из-за этого у меня болят икры и стопы на ногах. Во всяком случае, я сделал прыжки. Сегодня 6-й день нашего челленджа. Это означает, что мы до сих пор учимся идеально прыгать на скакалке. Итак, я решил не церемониться и начать с обычных прыжков. Скажу так, я останавливался прыгать только при двоих случаях. Первый. Это когда я запутывался на скакалке и приходилось ее разматывать. Но это, скажу по секрету, было редко. В большинстве случаев я останавливался только тогда, когда у меня жутко болели ноги, и я не мог дальше скакать. К тому же моя техника стала намного лучше, чем в прошлых днях. К слову, я перестал смотреть под ноги и начал держать осанку ровно. Еще одно, ради интереса я начал прыгать с закрытыми глазами. И угадайте что, у меня это получилось, хоть не с первого раза. И не идеально. День 7. Так как это последний день челленджа, я решил нагрузить себя по полной, а именно, я делаю прыжки на скакалке утром 10 минут. Но перед этим разомнялся на весь последующий день. Далее сделал прыжки на скакалке 10 минут днем. К тому же вечером я поспорил с сестрой, кто больше сделает прыжков на скакалке. Она сделала 4, а я 15. Как она говорит, это было нечестно, поскольку я дал ей скакалку, которая длиннее ее роста. Ну а далее мы продолжили прыгать на скакалке, пока не началась темень. Итак, финальные итоги. Икры ног на ногах стали в ширину 41 см, что на 1 см больше. Максимальное количество прыжков в начале 7, а в конце испытания 50. Плюс я иногда могу прыгать, закрыв глаза. Кстати, подписчики телеграм-канала первые узнают дату выхода роликов и закадровые съемки. Нравится видео этого типа, тыкай на этот плейлист и пока.